Привет! Сегодня у меня на обзоре довольно интересные беспроводные наушники Pamu Quiet Mini, а интересны они по большей части наличием на борту так желанными многими в настоящее время режимами прозрачности и активного шумоподавления. Но я не перестану говорить, что последний режим в затычках лично для меня не очень-то и важен, ведь при хорошей посадке, которой, к слову сказать, данные наушники обладают, никакой шумодав будет и вовсе не нужен. Ну да ладно, тренды и спрос диктуют свои правила, а как говорится, спрос рождает предложение. Так что производители начинают все больше и больше выпускать на рынок модели с подобными функциями. Поставляются наушники в белой картонной коробке, которая открывается по типу книжки с магнитной застежкой. Внутри нас встречает кейс с уложенными в него наушниками и две дополнительных коробочки с аксессуарами. В первой лежит стик со сменными амбушюрами, а во второй поместили кабель для зарядки USB-C, мультиязычное руководство пользователя и мешочек для переноски, выполненный из кожи молодого дракона. В моем случае кейс и наушники выполнены в таком серо-голубом цвете. На крышке хромом отлит логотип компании, а петля ее крепления пластиковая. В открытом состоянии крышка не люфтит, а в закрытом фиксируется плотно на магнит. Кейс собран качественно, без зазоров, но вот сама крышка, как по мне, тонковата. Существует риск, что при неудачном падении в процессе эксплуатации она может треснуть или оторваться. Благо, никаких функциональных особенностей она в себе не несет. Подключение к смартфону в этой модели происходит по старинке, по изъятию наушников из кейса. На задней стороне под петлей расположили разъем для зарядки, а спереди установили плоский статусный фонарь, который горит либо синим, либо красным свечением, в зависимости от происходящего процесса. Помимо всего прочего, в нижний торец корпуса производитель поместил катушку беспроводного пополнения энергией. Как мы знаем, зарядка по такому интерфейсу не особо быстрая, но при наличии станции тебе ничего не мешает погрузить кейс в этот процесс на ночь. Габаритные размеры корпуса по длине, ширине и высоте составляют 59 на 59 и на 31 мм соответственно. Вес с наушниками внутри получается 52,5 грамма, без 42. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 500 мАч. Внутреннее убранство кредла в этой модели весьма необычное. Такую укладку наушников я вижу впервые. Признаться честно, мне сложно описать словами, на что это больше похоже. Но как бы то ни было, доставать наушники отсюда довольно удобно. Плюс есть вероятность поместить внутрь гарнитуры с еще большими амбушюрами, если комплектные вдруг не подойдут. Форма самих наушников в последнее время весьма популярная у производителей. Такую можно встретить в Honor Choice X1, Halo GT3, QCY T10 и T11 и в некоторых других. Понятно, что по дизайну они все разные, но в целом принцип один и тот же. В месте крепления ножки и основного корпуса наушника имеется небольшое углубление, в которое спрятали статусный светодиод. Он в большей степени необходим для визуального определения правильности перезагрузки и сброса наушников к заводским настройкам, ведь никаких физических кнопок на корпусе кейса для этих целей нет. Все делается посредством сенсоров на самих наушниках, причем там целый алгоритм действий, не хватает только бубна в придачу. Но несмотря на это, в инструкции все подробно расписано, что для этого необходимо сделать. Это, конечно, не сложно, но слишком заморочено. Как по мне, достаточно было просто кнопку на кейс прикрутить. И да, к сожалению, даже во время воспроизведения музыки раз в 10 секунд светодиодные индикаторы мигают. Не сильно ярко, но тем не менее многим такое не особо нравится. Корпус наушников выполнен из матового пластика, оттого посадка в ушах, как я уже говорил, весьма уверенная. Наушники не норовят выпасть при ходьбе и во время еды, сидят хорошо и нигде не давят. Для их настройки в магазине приложений Google можно скачать специальную программу Pamu Quiet. Приложение полностью переведено на русский язык и пользоваться им не доставит никаких трудностей. В самом верху главной страницы располагается раздел с настройками устройства, а внизу находится бар с тремя функциональными кнопками переключения между режимами прозрачности, активного шумоподавления и нормальным режимом работы. Для переключения не обязательно всегда запускать приложение, достаточно просто повесить возможность выбора на один из доступных жестов. Причем, как и в наушниках Realme Buds Air 2, здесь можно выбрать сценарий прокрутки. Либо это будет переключение между прозрачностью и шумодавом, либо между всеми тремя режимами. Тут же можно активировать и деактивировать звуковой сигнал, так называемый отклик на нажатие по сенсору. Для настройки доступен двойной тап и удержание сенсора. Датчиков автопаузы в наушниках нет, а жест одинарного касания на постоянку зашит на воспроизведение и паузу во время проигрывания музыки. В режиме входящего вызова по данному действию можно на него ответить или завершить разговор. На свободные действия можно назначить переключение треков, управление громкостью, вызов ассистента или переключение режимов работы. А вот активацию игрового режима в меню жестов по какой-то причине не добавили, но по факту эта опция в наушниках имеется, и рычаг ее активации находится
в разделе «Другие настройки». Не скажу, что интервалы задержки в игровом режиме какие-то феноменально маленькие, но в моем игровом тесте в PUBG Mobile и Call of Duty Mobile отставание звука получилось в интервале от 220 до 280 миллисекунд. Здесь уже все будет зависеть от применяемого в бою оружия. По крайней мере, у меня получился именно такой разброс. В YouTube ожидаемо на слух звук от видео не отстает, ролики смотреть можно с комфортом. Что же касается самого звучания, то тут скажу так, оно хорошее, но чего-то феноменального ожидать от этих наушников не стоит. В режиме шумоподавления прилично так прибавляются низкие частоты, тем самым, по всей видимости, пытаясь заглушить сторонние шумы. Но при этом сама середина сильнее проседает. Но здесь я позволю себе повториться и скажу, что при хорошей посадке в данном режиме необходимости не будет. В обычном режиме прослушивания лично мне все равно немного не хватило объема на середине. В этом регистре как-то скучновато, особенно это касается вокальных партий. А вот по верхушкам здесь полный порядок. Они не песочат и не звенят, так сказать, всего в меру и без излишеств. Урезать эквалайзером ничего не придется. Для неприхотливого пользователя звучание будет вполне себе годным и при этом весьма универсальным. К слову сказать, громкости в этой модели также вполне достаточно. Ее нехваткой наушники точно не страдают. Она, конечно, здесь не запредельная, как в тех же KZ, но и не такая урезанная, как в ZMI и Redmi AirDots последних поколений. В моем тесте автономности на 100% громкости наушники на одном заряде отыграли 4 часа и 34 минуты. И это, разумеется, результат обычного режима. С прозрачностью и активным шумодавом это время смело можно делить как минимум пополам. Ну а теперь по традиции я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают встроенные в PAMU Quiet микрофоны. Проверяем работу микрофонов в наушниках PAMU Quiet Mini. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда задувает ветер сквознячком. И мы слушаем, как отрабатывают шумодавы в этих наушниках, если таковые есть в наличии. В общем, вот так тебя будет слушать собеседник летом при открытых окнах в машине. Вот как-то так. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Вот таким вот образом она потихонечку набирает обороты. И уже буквально через 5 секундочек у меня будет в машине очень много шума из всех сопел. Собственно, у меня выдувает горячий воздух. И сейчас я вставлю фрагмент этого шума, чтобы ты послушал, какой здесь в машине все шумит. И, собственно, проверяем работу шумодавов при таком сценарии использования. Здесь уже, в принципе, если ты зимой будешь обогреваться в машине и разговаривать по вот этим вот наушникам, вот так будет тебя слышать собеседник при разговоре. Вот как-то так. Проверяем работу микрофонов в наушниках PAMU Quiet Mini. Вот таким образом они звучат в парке. Я здесь примерно пытаюсь поймать какой-то легенький хотя бы ветерок. Сегодня, конечно, погода безветренная, но тем не менее можно примерно понять, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь разговаривать по вот этим наушникам с ним, где-то находясь вот так вот на улице, в парке, в спокойном таком тихом месте, где не ездят машины, но тем не менее, птички поют уж точно. Вот как-то так это все работает. По стабильности связи наушники в целом ведут себя хорошо, но пару раз на улице сигнал все же прерывался на доли секунды. В домашних условиях полет отличный, оставив телефон в комнате, по квартире передвигаться можно свободно. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что в целом PAMU Quiet Mini наушники неплохие и на фоне конкурентов выглядят весьма достойно, особенно если тебе нужен активный шумодав и режим прозрачности. Пока эти функции могут приложить далеко не все, а ценник за подобные опции у наушников плюс-минус средний по рынку. Но как раз таки, учитывая их стоимость и функциональные особенности, как-то само по себе напрашивается их сравнение с Realme Buds Air второго поколения, стоимостью в 1,5-2 раза дешевле. И вот при прочих равных, лично по моему мнению, вторые выглядят более привлекательными практически по всем параметрам. Да, возможно, в Air 2 шумодав лишь для галочки и управление громкостью в них назначить нельзя, но работа всего остального очень даже хороша. Хотя по-хорошему это лишь мое мнение, ведь каждый сам для себя должен решить, какие функции ему необходимы для комфортного использования. Я лишь со своей стороны сегодня попытался максимально подробно тебе рассказать про все нюансы, связанные с этими наушниками. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.